Ребят, всем привет! В этом году столкнулся с проблемой. Часто выходят из строя подшипники на заднем колесе, ступичный подшипник. Вот, поменял первый раз зимой, загудел. Вот, прошел 5000 и снова загудел. Я сначала подумал, что это на другом колесе, потому что на другом уже там прошел больше 100 тысяч. Подняли машину, а нет, на том же самом колесе. Итак, второй раз, когда я менял подшипник уже через 5000, я решил поменять барабан, потому что подшипник туда садился очень легко, как бы и посадочное место в барабане было разбито. Но эффект оказался тем же самым. Второй подшипник в этом году прошел также 5000 километров, ровно, практически один в один, что и тот проходил. Вот, и я решил последний элемент этой конструкции, ось с тупицы. Да, вот моя старая ось, вот видите, подшипник вокруг нее вращался, там трение, вот видите, она даже вот посинела от того, что подшипник неестественно на ней вращался, скорее всего, терла. Вот, вот барабан у меня новый, здесь как бы уже туго стоит подшипник, а на оси он вращался и гудел. Вот, поэтому тут в принципе больше ничего нет, поэтому я поменял и ось ступицы, вот новенькую поставил, естественно подшипник тоже поменял, и все у меня наладилось. Пару слов еще скажу, что я сразу все не сделал. Во-первых, это все происходило в период пандемии, как бы все было на подсосе, и я первый раз подшипник менял на своей привычной станции на ВС Авто. Вот, барабан, подшипник там что-то был. Не, я подшипник отдельно сам покупал на Барабашова за 250 гривен. Вот, барабан пришлось купить на СТОшке той, потому что уже потом в последний момент был принято решение его менять. Он стоил 600 гривен, на барабане он стоит 400 гривен. А за ось ступицы мне вообще сказали 900 гривен. Ну, как бы на тот момент у меня не было таких сразу денег выложить, чтобы и барабан, ось, и подшипник, то есть это ремонт около 2000. Ну, я как бы поменял подшипник, поменял барабан, там в 1000 гривен мне это обошлось с работой, проехал 5000, снова загудел. Решил чуть-чуть сэкономить, поехал на Барабашова, купил эту ось ступицы, она стоит 220 гривен. Вот, я не знаю, почему мне сказали 900 гривен, или так накручивают, или же все-таки, или мы друг друга не поняли, хотя, ну, по большому счету, там, ну, там 3 элемента: барабан, ось и подшипник, все, там больше ничего нет. Ну, то есть, и за работу попросили 500. Ну, я как бы решил промониторить рынок и, ну, допустим, вот уже сэкономил на запчастях. То есть подшипник 220 я купил, 230, и эту ось за 220. Это 450, и сделал я за Ростом в Харькове на станции метро Киевском. Там есть СТОшка, мне парень поменял и то за 350 гривен. В итоге, в принципе, я сделал в половину дешевле. Поехал ну, как бы отказался от привычных услуг своей станции, где я постоянно обслуживался. Конечно, ну, получалось там в 2 раза больше. Вот, поэтому сейчас такое время, как бы, ну, не совсем простое, поэтому, как бы, можно промониторить, промониторить и сделали, ну, нормально, качественно все. И по поводу запчастей там пишут, что берут фирменные, вот, даже ось ступицы, какой-то оригинал, как мне назвали, она стоила там 400 гривен, да, я купил за 225, это заводской Китай. Я замечал, я же записываю, сколько проходят все, ну, запчасти. Ну, по большому счету, подшипник за 500 гривен ездит такой же километраж, как и за 220. Ну, нет разницы. Я, по крайней мере, у себя на Ланосе это не наблюдаю. Поэтому вот купил такое. Вот сзади эта оська у меня прошла родная 365 тысяч. В принципе, до Луны бы я на ней доехал.
Вот, а справа, получается, да, справа у меня все еще стоит, там подшипник больше 100 тысяч прошел, он не гудит, оська та же, барабан еще тоже родной. Вот, слева не знаю, почему так произошло. Обычно, как бы, правая часть машины больше ловит обочину, больше попадает в ямы и больше, чаще изнашиваются запчасти именно справа. Вот, ну, справа пока все родное. По большому счету нужно менять его все на одной оси сразу, но я не поменял. Вот. Ну, в принципе, все, ребят. Все. Пока. Подписывайтесь, комментируйте. Пока.